Стреляем. Всем привет! Сегодня хочу вам показать. Приобрел вот такой вот инструмент. И сейчас я хочу показать, для чего он нужен. Стоит он копейки. Вот этот набор я нашел за 900 рублей. А вообще можно найти его и за 380 рублей. Естественно, не в чемоданчике, но уже просто в обычной коробке. И, естественно, не в такой комплектации. Это что касается стоимости. Теперь, что касается комплектации. Смотрите, перчаточки есть. Ну, перчатки жиденькие такие. Так, очки такие вот защитные. Ну, очки нормальные. Дальше. Масло, я так понял, это масло оружейное идет. Также вот какие-то пружинки тут. Я так понял, что это запчасти. Вот такой ключик, чтобы разбирать этот пистолет. И беруши, чтобы не оглохнуть, когда вы будете работать с ним. Но, сколько я смотрел роликов, беруши никто не использует, потому что не настолько сильно стреляет. И, кстати, вот такой вот шомпол для очистки ствола. Довольно богатая комплектация за эти деньги, так сказать, за 900 рублей. И вот здесь еще и в комплекте получается 100 штук гвоздей. Как пишут братья-китайцы, которые произвели этот пистолет, он подходит для бетона, для металла, для толстой доски и кирпичных стен. То есть внушительный вариант. Ну, не знаю на самом деле, как он работает. Уже только ленивый на него не сделал обзор. И я сегодня хочу проверить сам, своими руками. Купил его за свои деньги. Никакая не реклама, ничего не рекламирую. Их куча продается на всех маркетплейсах. То есть выбирай любой, какой тебе понравится. Если, естественно, оно того будет стоить. В общем, давайте сегодня все это дело проверим. Испытаем его на прочность, на что он действительно способен, насколько крепко он держит все соединения и так далее. В общем, устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Итак, первым делом вскроем пакетик с патронами. Вот такие вот, ребят, патроны. Ну, патроны, конечно, коротенькие мне прислали, я так полагаю, где-то 30-е, вот, 30 миллиметров. А вообще на них продаются патроны в районе 350 рублей, 100 штук, 40-е. То есть, ну, уже приличные по размеру. Ну, давайте сейчас попробуем зарядить. Первый раз все это делаю, ни разу не стрелял им. Вот так вот легко заряжается. И сейчас попробуем пробить какую-нибудь железяку. В качестве испытания будет вот такая вот труба толщиной 4 миллиметра. Заряжаем патрон. Все, стреляем. Все, в железо шума выстрела нету, но патрон сидит на месте как влитой. Вытащить его нереально отсюда. Он вообще никак не шевелится. Я думаю, уже металл к металлу крепить одно удовольствие. Сейчас я покажу, как он пробил его насквозь. Итак, смотрите, как он выглядит изнутри. Вот. Просто без напряга. Щелк и все. Даже не слышно было шума выстрела. Так, смотрим. Выстрел очень тихий, практически бесшумный. Вот сам гвоздь. Ну, просто мощно сидит, зашел как по маслу. Так, давайте теперь попробуем в брус забить его. Вот тут я делал ребенку турничок такой с лесенками. И попробуем вот к этой доске его сейчас прибить. Вот сюда примерно, куда-нибудь. Все, заряжаем. Пробуем забить его в доску. О, видали как? В доску он стреляет намного шумнее почему-то, как пистолет. И вот он даже расколол доску. То есть доску нежелательно. Вот кусок доски отлетел мне по губе. Вот, поэтому никому не советую забивать его в вот такие тонкие доски. В брус, да, можно, но в доски нет, не рекомендую. Итак, давайте же попробуем усложнить задачу. Вот отрезок профильной трубы толщиной 4 мм. И вот такой вот уголок тоже толщиной 4 мм. Попробуем их пробить вместе. Получается 8 мм между собой. Итак, первый блин комом. Вот смотрите, он здесь застрял. Я так полагаю, это из-за того, что она не плотно была прижата. Попробую сейчас рукой плотно прижать. До конца не пробивает, но уже лучше. Вот сейчас оно держится. Попробую еще раз пробить. Попытка номер 3. Нет. 8 миллиметров он не берет. Ну, попробуем сейчас просто пробить 4 миллиметра. Еще разок. Как все это будет работать. Вот, смотрите, 4 миллиметра пробивает вообще на ура. Насквозь. А если 8 миллиметров в двух, то они пробивают. Ну, давайте попробуем. Вот здесь примерно 6 миллиметров, 7. Вот, попробуем пробить вот эту петлю. Так. Да ну нафиг. Смотрите, гвоздь согнулся, но пробил. Вот это тормозной диск от КамАЗа, и я его сейчас не буду вытаскивать, потому что он тяжелый. Толщина здесь 12 миллиметров. Попробуем сейчас вот сюда стрельнуть, ну куда-нибудь вот сюда. А затем уже в сам диск, но здесь толщина около 16 миллиметров. Сюда он точно не пробьет, но здесь, я думаю, шансы должны быть. Да, он его не пробил. Не пробил. Толстовато.
получается. Но сейчас будем искать его предел. Что я хочу еще проверить? Попробовать закрепить к бетону вот этот уголок. И потом его вырвать. Ну, я так уверен, я больше чем уверен, что вырвется он без проблем. Потому что гвозди короткие, но закрепить его попробуем. То есть 4 мм уголок и бетон. Все, зашел до конца. Вот эта пластиковая штучка, сейчас ее оторву. Вот смотрите, видите, да? Зашел просто до конца. Итак, друзья, сейчас попробуем нагрузить вот это соединение на одном тоненьком гвозде, которое я забил, и насколько оно выдержит. Так, взял несколько кирпичей. 2 кирпича держит без проблем. Как бы правильно нагрузить-то? Вот, чтобы они не падали. Так. Все, вырвало. Вырвало, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6 кирпичей. Но вырвало, смотрите, сам бетон, получается. Сам бетон раскрошился. Вот. Видите, да? Из металла. В металле он сидит очень прочно и плотно. Я больше чем уверен, если бы гвоздь был подлиннее, здесь он торчит всего лишь навсего миллиметров 18. Вот, если бы гвоздь был маленько подлиннее, хотя бы 40-очка, то уже бы сидел более прочно. Но все равно результат меня порадовал. Ну, давайте еще ради эксперимента попробуем забить гвоздик в кирпич. Кстати, беруши вообще не нужны. Ага, видали? Кирпич он раскалывает, если вот в один кирпич забивать. А если, я думаю, в стену забивать, то все будет хорошо. Вот так вот. Кирпич расколол просто без проблем. Также хочу сейчас попробовать при помощи этого пистолета отремонтировать свой забор, который мне достался от предыдущего владельца. Вот видите, он что сделал. Доски забетонировал. Вот. И получается, эти доски разболтались. Вот, видите, да? Они разболтались в бетоне. Весь забор шатается. Вот. Что я хочу сделать? Я хочу прибить к вот этому фундаменту металлический уголок при помощи этого пистолета. А затем уже к уголку приварить еще уголки и прикрутить их к этим доскам. Ну, понятно, что не супер-пупер конструкция получится, но, по крайней мере, спасет забор на какое-то время. Первым делом демонтируем люк. По-хорошему бы 6-метровый уголок сюда кинуть вдоль всего фундамента бетонного. Но у меня кусочек 1,5-метровый остался. Со временем все это дело приварю. Вот так вот укрепил забор. Использовал вот эти гвозди, сверху их обварил, чтобы если он расшатается, они не выскакивали. Осталось только покрасить. И пистолетом этим я доволен, китайским. Все нормально, теперь забор жестко и не болтается. В общем, друзья, подведя итоги сегодняшнего видео, я хочу сказать, что в принципе вещь неплохая. За свои деньги это 100% идеальный вариант. В домашнем хозяйстве пригодится это обязательно практически каждому, у кого свой дом, дача. Что касается тех, кто занимается стройкой, то просто незаменимая вещь. Всем советую. Очень такой легенький, простенький, маленький, аккуратненький. И самое главное, расходный материал на него недорогой по цене саморезов. То есть один саморез стоит практически так же, как один гвоздь. Вот, в принципе, и все. Если вы пользовались такими же пистолетами, напишите в комментариях ваши отзывы, ваше мнение о них. Мне будет очень интересно прочитать и обменяться, так сказать, опытом работы при помощи вот этого вот устройства. Ссылки на вот этот вариант я не буду оставлять, потому что, еще раз скажу, что это не реклама. Зайдите в Валберес, в Озон, забейте гвоздезабивной пистолет, там их просто куча, найдите самый дешевый и, то есть, берите, если вам, конечно, интересен такой агрегат. Ну а на сегодня все. Надеюсь, мой обзор был вам полезен. Желаю всем добра, удачи, успехов. Пока-пока.